инструменты трансформации. Они находятся на панели инструментов. Чтобы точно трансформировать, перемещать, масштабировать, поворачивать объект, мы объект или объекты должны создать с точными размерами. Допустим, я хочу создать дизайн визитной карточки. То есть хочу сразу же создать прямоугольник с точными размерами 90 на 50. Беру инструмент прямоугольник, делаю щелчок по любой точке на странице, задаю ширину и высоту. Окей. Поставлю сюда верхний левый угол, закрашу любым узором, а также добавлю любую обводку, любую толщину обводки. И вот этот объект с точными размерами по ширине и высоте я хочу точно перемещать. И первый инструмент трансформации – это черная стрелка Selection, точное перемещение объекта или объектов. Для точного перемещения мы для выделенного объекта или объектов выполняем двойной клик по самому инструменту Selection. По самому инструменту Selection на панели инструментов. Обратите внимание, мои последние шаги, движения, программа заполнила. И когда я включаю превью, предварительный просмотр, мой объект как будто куда-то прыгает. Последние движения, трансформации иллюстратор всегда запоминает. И чтобы работу начать с нуля, я рекомендую в этом окне включить превью, предварительный просмотр, затем по горизонтали и вертикали просто обнулить эти данные. То есть мы объект ставим в нужное место, в исходные координаты. В основном мы в этом окне работаем с полями horizontal, горизонтальное движение, и vertical, вертикальное движение. То, что показывается после такой горизонтальной разделительной линии, это уже результат. Мы не трогаем эти поля, мы там просто видим результат. Например, если мне надо по горизонтали перемещать объект вправо, то я в горизонтальном поле набираю положительное значение. Если по горизонтали мне надо перемещать объект влево, то я набираю отрицательное значение. Положительное вправо, отрицательное влево. Без движения по горизонтали это нулевое значение. Я никуда объект по горизонтали не перемещаю. По вертикали перемещение вниз с положительным значением и вверх с отрицательным значением. Еще раз напоминаю, поля Distance и Angle показывают просто результат перемещения. Дистанция от центра первоначального объекта до центра уже перемещенного объекта. И угол движения, пожалуйста, мы эти поля просто не трогаем. Видим просто результат. Мы можем также и по горизонтали, и по вертикали задать какие-то движения. Например, по горизонтали хочется переместить объект вправо на 35 мм и по вертикали вниз на 25 мм. Пожалуйста, мы видим дистанцию от центра первоначального объекта до центра уже перемещенного объекта и угол движения. Я специально для объекта выбрала узорную заливку Pattern, чтобы вы видели, только для узорной заливки присутствует вот такая функция, галочка Transform Patterns, трансформировать узоры тоже. Очень рекомендую включать. В большинстве случаев мы включаем и трансформацию объектов, и трансформацию узоров тоже. Если выключить, то узор как будто как сплошной холст остается замороженным и перемещается только объект. Рекомендуется включать эту галочку. Сейчас, после такого перемещения, я могу нажать просто ОК, как мы привыкли в диалоговых окнах выбирать эту кнопку. Либо, если я хочу оставить оригинал
на своем месте и с таким движением создать копию, мы можем нажать кнопочку Copy. Получается копия. Повторить последнюю трансформацию – это Ctrl-D, как мы с вами уже знаем. Ctrl-D – повторение последней трансформации. Удалю эти объекты, сейчас более целенаправленную функцию сделаю. Допустим, я создала дизайн одной визитной карточки, хочу распечатать дома или в офисе, или на цифровом каком-то оборудовании. Надо бы эту карточку единственную размножить, сдублировать по горизонтали и вертикали так, чтобы полностью заполнить этот лист формата А4. Поставлю первую карточку сюда, верхний левый угол страницы, выделю, сделаю двойной клик по черной стрелке. Обнулю эти поля, чтобы не было никаких смещений сразу же. Я думаю так. Мне проще будет вырезать, да и резчику тоже проще будет вырезать карточки из сплошного листа бумаги, если мы между карточками оставим какой-то зазор, например, 5 мм. Ширина визитной карточки 90 мм. Я хочу создать копию с движением вправо по горизонтали, но между оригиналом и копией, чтобы был интервал 5 мм. Я сделаю так. По горизонтали только 95 мм перемещу этот объект вправо. Но создам копию. Хочется оригинал оставить на своем месте, а с таким вот движением только по горизонтали, по вертикали 0. Я хочу создать копию. Все, я вижу, что свой лист формата А4 больше по горизонтали я не смогу заполнить. Мне сейчас надо заполнить по вертикали, сверху вниз. Выделяю обе карточки. Для них уже делаю двойной клик по черной стрелке. По горизонтали некуда двигаться, я уже выхожу на вторую страницу, мы так макет не создаем. По горизонтали 0, а по вертикали с зазором 5 мм между карточками я иду вниз на 55 мм. 55 мм только по вертикали, по горизонтали 0. Copy. Повторяю последнюю трансформацию Ctrl-D, Ctrl-D и Ctrl-D. Такой макет чуть позже мы выровняем, ровно в центр листа поставим, распечатаем и передадим резчику, чтобы он все это вырезал. Это был первый инструмент трансформации. Второй инструмент трансформации, сделаю обводку потолще, это инструмент Scale, масштаб. Клавишный эквивалент буква S. Scale, масштаб. Так же, как в предыдущем случае, для выделенного объекта или объектов я делаю двойной клик по самому инструменту. По умолчанию нетронутый масштаб 100%. Если нам надо увеличить масштаб, то мы выбираем больше, чем 100. Надо уменьшить масштаб, мы выбираем меньше, чем 100. Нетронутый масштаб – это 100% масштаб. Uniform пропорционально. Пропорциональное масштабирование по ширине и по высоте. В большинстве случаев мы именно пропорционально масштабируем и объект, и целые готовые иллюстрации. Если хочется непропорционально, то это функция Non-Uniform. По горизонтали один масштаб, по вертикали другой масштаб можете выбирать. Только будьте внимательны, чтобы искажения не было. Я включаю все-таки Uniform, уменьшаю масштаб, допустим, до 45% и обращаю ваше внимание на эти галочки. Конечно, трансформация объектов включена. Трансформация паттернов, узоров
тоже включена, иначе узоры сохранят свой основной размер, масштаб. Трансформация скругленных углов по умолчанию тоже включена, а вот трансформация обводок, толщины обводки, почему-то галочка не включена. Я специально выбрала для этого объекта довольно толстую обводку, чтобы вы видели, как это работает. Очень рекомендую включить трансформацию обводок здесь, в этом диалоговом окне. Scale, Strokes and Effects, эффекты позже будем изучать. Пожалуйста, рекомендуется включать. И, допустим, уменьшу масштаб до 80%. До 80% уменьшу и создам копию тоже. Копия. У копии обводка толщиной 8 пунктов, в отличие от оригинала. Повторение последней трансформации Ctrl-D. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Каждый раз и обводка, и узор, и объект все уменьшается. Кстати, для ручного рисования, допустим, карандашом мы позже будем рисовать, тоже рекомендуется, прежде чем вы сделаете, допустим, масштабирование каких-то элементов инструментом Selection, рекомендуется заранее зайти сюда, в это диалоговое окно Scale, и включить галочку Scale Strokes. Если отключить, то, увы, при ручном масштабировании обычным инструментом Selection объекты уменьшатся, а толщина нет. Толщина как была 14 пунктов, так и осталась. Для ручного масштабирования обязательно тоже включить эту галочку. И все довольно корректно работает. Пожалуйста. Увеличиваю объекты вместе с обводкой и уменьшаю объекты вместе с обводкой. Сейчас хочу из этих простых линий получить паттерн, узор. И закрасить паттерн, пусть будет та же визитная карточка, эту визитную карточку. И в какой-то момент, я думаю, надо уменьшить размеры только узорных фрагментов, без разбиения. Просто уменьшить размеры этих узорных фрагментов. Все тоже окно Scale. Двойной щелчок. На сей раз я отключаю все галочки, кроме Transform Patterns, трансформация узоров. Уменьшаю до нужного уровня и просто ОК нажимаю. То есть трансформировать, увеличивать или уменьшать именно узоры тоже в этом окне. Далее с этим же объектом поработаем. Следующий инструмент работает двумя разными способами. Очень интересный инструмент. Описание некоторые тоже методички есть. Я сейчас покажу. На 17 странице, как трансформировать относительно центра, как трансформировать относительно выбранной точки. Сейчас мы все это более подробно посмотрим. Ну что ж, следующий инструмент – Shear, наклон. Первым способом работает так же, как предыдущие инструменты. То есть объект или объекты выделены, и мы выполняем двойной клик по инструменту Shear, наклон. И относительно центральной точки задаем наклон. Shear angle, угол наклона, только это нас интересует. Относительно центральной точки, где вы видите бирюзовый прицел. По горизонтальной оси или по вертикальной выбор за вами. Угол, angle, не трогаем, это просто результат уже наклона. Также можете просто ОК нажать, можете нажать Copy,
оригинал сохраните и создадите копию с наклоном. Копию я закрашу в градиент, чтобы вы видели, как все это работает. Вот это копия. Это был первый способ. Второй способ уже не относительно центральной точки, а относительно любой точки. Допустим, я хочу задать наклон относительно нижней границы. Выделяю объект, беру инструмент Shear, но ни в коем случае не делаю двойного клика по нему. Просто беру его, свободной рукой держу клавишу Alt, а мышкой и инструментом Shear делаю щелчок, допустим, по нижней границе. И уже относительно нижней границы задаю наклон. Copy и закрашу в тот же градиент, чтобы вы видели, как все это работает. Здесь относительно центральной точки двойным кликом, здесь относительно любой свободной точки при нажатой Alt. Вы можете уже в дальнейшем это отправить на задний план, задать эффект падающей тени и так далее. Также работает следующий инструмент, тоже двумя разными способами. Инструмент Rotate, поворот. Ну что ж, нарисую другую фигуру сейчас. Допустим, пусть будет такая. И первый способ относительно центральной точки. Я делаю двойной клик по самому инструменту. Задаю угол поворота, допустим, 45 градусов. И создаю копию, copy. Последнюю трансформацию повторяю клавиатурной комбинацией Ctrl-D. Второй способ уже не двойным кликом относительно центральной точки, а при нажатой Alt этим инструментом Rotate я делаю щелчок по любой точке, относительно которой я хочу задать угол поворота. Допустим, на 5 градусов. Хочу повернуть, создать копию, copy и повторить клавиатурной комбинацией Ctrl-D. Пожалуйста, так работает этот способ. Все так же работает следующий инструмент – Reflect. Зеркальное отражение. Допустим, я нарисую сейчас треугольник. Пока мы инструменты рисования не изучали, мы пока пользуемся инструментами базовых объектов. Допустим, задам какую-то однородную заливку без обводки и инструментом Mesh закрашу эти узлы, некоторые узлы. Я хочу получить крыло бабочки теми способами, которые мы сейчас можем выбирать. Такое вот крыло, и я хочу зеркальным отображением получить второе крыло тоже. Если просто первым способом я это сделаю, двойной клик по инструменту Reflect, то у нас получится относительно центральной точки. Это не всегда интересно. Этим инструментом, когда мы работаем, мы, как правило, предпочитаем второй способ. Alt и инструментом клик по нужной границе, по правой границе, даже чуть дальше. И, конечно, я выбираю только ось, горизонтальную или вертикальную. Левая и правая границы – это вертикальные границы. Вертикальную ось я выбираю. И копию создаю. Дальше я могу нарисовать туловище, могу нарисовать голову, допустим, усики. И усики тоже могу зеркально отображать. Допустим, вот такой вот элемент я хочу тоже зеркально отображать относительно левой границы.
беру Reflect, держу свободной рукой Alt и делаю клик по левой какой-нибудь точке. Вертикальная, Copy.